Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор валют курса доллара, курса евро, курса рубля. Давайте рассмотрим, что происходит, что ждать сейчас нам в первой половине дня и какие факторы влияют на стоимость российской валюты. Итак, друзья, во-первых, это, конечно же, нефть. Нефть вчера так и не начала корректироваться, она проторговалась в рамках консолидации и после этого начала расти. Сейчас нефть отработала очередную промежуточную цель 38,5 и она движется к цели 39,7, по факту отработки которой может произойти пробой и движение уже в диапазон за 40. Вот у нас идет ближайшая цель на 39,7, пробой которой и закрепление выше которой мы можем увидеть очень энергичное движение, цель которого будет сначала закрытие гэпа на 45,3 и ряд целей, которые находятся далее, это 46,5 и выше. Данные по позициям фьючерсов в нефти, вот я опубликовал сегодня в телеграм-канале. Эти данные указывают на то, что вчера, в понедельник, юридические лица закрыли огромное количество лонгов по нефтяному контракту, и при этом возник наш старый знакомый, судя по всему, некий физик, который открыл лонгов почти на 200 тысяч контрактов. Вот, соответственно, исходя из динамики по юридическим лицам, в ближайшее время ожидается снижение цены на нефть, поскольку юрики закрыли лонги, и при этом, соответственно, то есть у них ожидание, что нефть будет корректироваться, идти вниз. Однако наш неугомонный физик, скорее всего, судя по количеству контрактов, те же 200 тысяч, он купил лонгов по нефти и ожидает, что нефть будет в ближайшее время расти. Если нефть будет продолжать расти, это дополнительный укрепляющий фактор для рубля против доллара и против евро. Так, ну вот далее контракты по поводу РТС и по поводу валют. То есть у нас что получается? По доллар-рубль юридические лица, у них преобладают короткие позиции. При этом вчера закрытие было, открыли почти на 100 тысяч лонгов, ну или перекупили у физических лиц. То есть юридические лица делают ставку на то, что доллар сегодня будет расти против рубля. То же самое касается и евро-рубль. Юридические лица, хоть у них преобладают и короткие позиции, но они, судя по увеличению лонгов, ожидают, что сегодня будет укрепление евро против рубля. Ну и по евро-доллару, то есть стратегически у юридических лиц преобладают лонги, то есть они ждут, что евро будет продолжать укрепляться. И плюс они сделали дополнительно ставку, что сегодня во вторник будет расти евро против доллара. Но опять же, касательно прироста лонгов в нефти у физических лиц, это мои предположения, что, в общем-то, по сути, возможно, это одно лицо открыло. Вот. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, я прав. Посмотрим в ближайшее время, как события будут развиваться. Что касается на сегодня календаря событий, важных событий, сегодня особо никакой макроэкономической статистики не выходит. Из российских запланированных событий это годовое собрание акционеров Роснефти и сегодня последний день торгов Рязанской энергетической компании. Соответственно, то есть те, кто держит акции, они имеют возможность получить дивиденды. В плане макроэкономики день достаточно вялый, если только Дональд Трамп не порадует нас какими-то новостями. Так, ну это касательно выхода США с карантина, то, что влияет на мировую экономику, на фондовые рынки и, соответственно, на валюты, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что до этого шло устойчивое восстановление роста потребления электроэнергии. На выходных пошла вполне естественная просадка. И в понедельник рост, который начался, он, в общем-то, поменьше, послабее, чем то, что было достигнуто на прошлой неделе в четверг, в пятницу. То есть это говорит о том, что все-таки беспорядки, которые в Штатах происходят, они негативно влияют на восстановление американской экономики и на выход из карантина. В ближайшее время это может оказать негативное воздействие на фондовые рынки, и, соответственно, тот риск-он, который сейчас происходит, может закончиться из-за того, что выход идет ненадлежащими темпами из карантина.
Итак, друзья, судя по графику нефти, мы подходим к Рубикону. Вот этот уровень 39,7. Здесь либо будет значительный рост объемов и пробитие, и тогда мы увидим уже космос и движение на 40 и более, или же отсюда пойдет отбитие и разворот, и уже как бы отсюда вполне как бы будет первое движение 36,7, 35,3 диапазон, и в случае пробития движение на 31,5. То, что, судя по всему, вернулся волшебный физик, который сделал ставку на лонги по нефти, может указывать на то, что действительно все-таки прыжок здесь состоится. И если прыжок действительно здесь состоится, мы увидим по факту прироста нефти еще одну волну укрепления рубля против доллара и евро. На текущий момент движения в паре доллар-рубль и доллар-евро, они протекают, ну, то, как я описывал, если будет продолжение роста нефти к 40, то есть мы и получили такую ситуацию, когда рубль укрепляется, нефть не начала корректироваться, и за счет того, что идет увеличение притока валюты, поскольку нефть дорожает, то, соответственно, на фоне этого мы и видим те процессы, которые связаны с укреплением рубля против доллара и евро. С учетом продолжения роста нефти, мы очень упорно движемся к закрытию гэпа, который 68.55. С такой нефтью вполне мы сегодня можем увидеть и закрытие гэпа, и отработку цели. Если приходит на 68,3 и начинает торговаться здесь, то есть не назад не затягивается, это говорит о том, что такие значения доллара, они какое-то время еще продержатся. И, соответственно, будет движение в диапазоне 68,6, 67, 61. При пробое нижней границы 67.34 мы, соответственно, здесь уже видим движение по укреплению рубля до значения 66. Вот сюда вот 66,5, 66. По часовому таймфрейму у нас идет движение вниз, продолжается укрепление рубля. Ну и, собственно говоря, при таком росте нефти не приходится говорить о том, что сейчас произойдет разворот и отскок. Хотя у юридических лиц сегодня ставка на лонги, пока не вижу никаких оснований для того, чтобы вот это движение, которое идет вниз, оно остановилось. Да, разворот может в любой момент наступить. Здесь на что надо смотреть? И мы с вами будем мониторить ситуацию. Это часовые таймфреймы. Вот если на часовом таймфрейме на растущем объеме возникает разворотная формация, то наиболее вероятно, что это приведет в ближайшее время к отскоку и к росту доллара против рубля. Вот у нас уже локально сформировалась здесь цель, которая в случае возникновения каких-либо проблем на мировом масштабе или снижения нефти, которая будет реализована 69,65, вот сюда вот обязательно сходит. Здесь надо помнить еще такой момент, что в среду у нас аукцион ОФЗ новых, соответственно, то есть обычно под среду держит более или менее благоприятный курс рубля по отношению к доллару для того, чтобы могли хорошо разместиться. И поэтому на фоне такой нефти, дорожающей и несущейся на тестирование 39,7, мы, скорее всего, увидим сегодня дальнейшее укрепление рубля против доллара и против евро. Так, ну вот еще DXY, индекс доллара. Обращаю внимание, что он продолжает падать. Это говорит о том, что доллар ослабляется против ключевых мировых валют, особенно против евро. Когда происходит такой процесс, то идет уверенный риск-он, то есть инвестиции в рисковые активы, в том числе российские долговые ценные бумаги, российские акции. И когда такой процесс происходит, то это дополнительный спрос на рубли, потому что на рубли покупаются ОФЗ и акции. И, соответственно, это дополнительный стимул для того, чтобы укреплять рубль против доллара, да и против евро. Но против евро в меньшей степени, против доллара в более весомой степени. Вот, соответственно, у нас здесь есть уровень движения, это 97.36. Сейчас
скорее всего, судя по динамике движения, именно сюда мы и придем. Это будет означать еще большее укрепление евро против доллара. И это будет означать продолжение риск-она, притока капитала в рублевые активы и, как следствие, укрепление рубля. Так, возвращаясь еще раз к нефти, часовой таймфрейм. У нас сейчас цель движения, которая стоит на повестке дня, это 39,7. На текущий момент у нас проторговка по нефти в диапазоне 38,8, 38,26. Пробой нижней границы этой проторговки может откатить цену на нефть на 37,77. Здесь ничего страшного не будет, если она не пробивает вот эту предыдущую проторговку, нижнюю границу 37,18, 37,17. Это будет означать, что всего лишь идет выпуск пара, до набор позиций, и в любой момент может продолжиться последующий рост, цель которого первая это промежуточная 38,58, и потом как бы отсюда будет разворачиваться движение на 39,7. Сейчас на текущий момент времени для того, чтобы рост нефти протекал быстро и без проволочек, необходимо, чтобы мы не пробили вот при этой корректирующей формации цель 38,23. Если 38,23 на объеме пробиваем, то соответственно и закрепляемся, то дальнейший рост нефти он ослабляется, затормаживается. И как только это происходит, мы уже не увидим такого бурного укрепления рубля. Итак, возвращаясь к рубль-доллар, у нас сегодня цель движения при такой нефти в паре рубль-доллар это закрытие гэпа и отработка сначала 68,6 и потом цели, которые находятся на 68,3. В том случае, если произойдет разворот ранней отработки этой цели, такой тоже может быть, если какой-то форс-мажор случится на американском фондовом рынке, или если начнется обострение торговой войны. Но в любом случае мы это сразу увидим и по объемам, и по разворотным формациям. Но на текущий момент времени с такой нефтью у нас наиболее вероятный сценарий это движение 68,6, 68,3. Вот сюда вот. Далее, если сюда приходит и начинает торговаться на 68,3, то по рубль-доллар диапазон торговли будет находиться от 67,6 до 67,33. Вот здесь вот. На текущий момент сформирована сильная цель 69,65. И в случае любой встряски, которая произойдет на текущем значении доллар-рубль на открытии или при достижении 68,55, 68,3, может произойти отскок, как минимум короткий, и закрытие этой цели. Но обращаю внимание, пока благоприятный внешний фон, пока идет рост нефти, наиболее вероятно, что мы сегодня по доллар-рубль сходим на 68,6 и перейдем в диапазон, который будет находиться вокруг 68,3. Так, далее евро-рубль. Здесь тоже идет укрепление рубля против евро. У нас, соответственно, сегодня цель движения, скорее всего, будет 76,6, 76,5. По дневному таймфрейму мы все перешли вот в диапазон проторговки, который находится от 75,84 до 77,78. Вот здесь вот в рамках вот этой свечи. Если все-таки пойдет дальнейшее укрепление рубля против евро и пробой 75,85, 75,67, то мы закрываем вот этот гэп, переходим на 74,88 и отрабатываем цель, которая находится на 73,79. Но на самом деле вот по евро все-таки ситуация, я думаю, она должна быть более устойчивой, потому что евро укрепляется к доллару. И здесь вот это проседание, оно будет либо тормозиться очень существенно, либо разворачиваться. Текущая формация по часовому таймфрейму рубль-евро указывает на то, что движение вниз продолжается. Осталась цель, которая будет отработана 77,43. Как только здесь происходит разворот, сразу будет рывок к сильному уровню 77,5 и закрытие цели.
Что касается движения с утра, здесь у нас ситуация такова, что если происходит пробой на открытии и закрепление уровня 76-74, если сразу не затягивается выше котировка рубль-евро, то мы будем наблюдать дальнейшее укрепление рубля, цель которого будет находиться уже на 76. В том случае, если продолжается рост цены на нефть и благоприятный внешний фон, то, соответственно, мы такое движение, скорее всего, и увидим. Вот. Здесь какой есть момент негативный, который может притормозить и даже развернуть вот эту тенденцию, которая сейчас идет. То, что Соединенные Штаты недостаточно оперативно стали восстанавливаться при выходе из карантина. Соответственно, это дополнительный фактор риска. Все, друзья, спасибо за внимание.